Бисмилляхи рахмани рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам. Я приветствую вас из московской студии канала «Алиф» и приглашаю совершить виртуальное путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, где я стала свидетелем знаменательных событий и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. В конце 2016 года в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось событие, подготовка к которому велась много лет. В Дубае прошел первый, по-настоящему международный конкурс знатоков священного Корана для девушек. Юные хафизы съехались в Эмираты из 72 стран мира. Форум проходил под патронатом и получил имя Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак, одной из самых влиятельных женщин арабского мира, обладательницы титула «Исламская личность года» за выдающуюся роль в служении исламу. Организаторы конкурса провели активную медиакампанию. О предстоящем событии узнали не только наши единоверцы, но и представители других конфессий. Приглашения принять участие в форуме были разосланы в университеты, духовные управления и государственные учреждения разных стран мира. В преддверии события на улицах Дубая появились растяжки и рекламные щиты, прошли анонсы в теле- и радиопрограммах, газетах и социальных сетях. Полным ходом шла подготовка к встрече гостей, участниц конкурса и их сопровождающих – отцов, братьев или близких. Изучать Коран очень важно, потому что мы мусульмане. Мы должны учиться сами и призывать наших детей запоминать его, потому что пророк Мухаммед, мир ему, призывал нас к этому. У меня 8 детей, 2 из которых знают Коран наизусть. С помощью Аллаха я постараюсь, чтобы все мои дети были хафизами. Учредителем конкурса стала организация «Дубайская международная премия священного Корана». В оргкомитет премии вошли известные в исламском мире религиозные и общественные деятели, а также представители средств массовой информации. С 1998 года Дубайская премия проводит конкурсы знатоков священного писания и разнообразные мероприятия, популяризируя Коран и распространяя кораническую культуру. Работа в первую очередь ведется в молодежной среде. Сегодня Дубайская международная премия священного Корана известна во всем мире. 20 лет в Объединенных Арабских Эмиратах проходит ежегодный конкурс чтецов Корана для мужчин. В этом году один из самых престижных форумов мира учредил новую номинацию. За Дубайскую премию будут состязаться юные мусульманки из разных стран мира не старше 25 лет. Конкурс открыл председатель оргкомитета Дубайской премии, советник правителя Дубая, его превосходительство доктор Ибрагим Мухаммад Бумилха. Он подчеркнул, что интерес к конкурсу чтецов Корана был очень высок во всем мире. 23 африканских государства, 19 арабских, 15 стран Европы, 12 стран Азии и 3 страны американского континента прислали своих представительниц, знатоков священного писания, победивших в подобных конкурсах у себя на родине. Состязание в номинации «Хифз» «Знание Корана наизусть» проходило в несколько этапов. После отборочного тура 10 участниц вернулись домой, а 62 продолжили соревноваться за Дубайскую премию. Конкурсанткам в течение дня, утром и вечером нужно было ответить на 5 вопросов, каждый из которых они получали перед началом своего выступления. Член жюри начинал читать аят из определенной суры, указанной в билете, а участница должна была его продолжить. Так эксперты определяют уровень знания текста Корана наизусть. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. В жюри вошли известные хафизы и специалисты в области таджвида из Саудовской Аравии, Египта, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Алжира. Им приходилось нелегко. За день члены жюри успевали проэкзаменовать лишь 6, максимум 7 участниц конкурса. Профессионалы своего дела, они внимательно следили за тем, насколько правильно читали Коран конкурсантки. Не всем девушкам удалось справиться с волнением. Конечно, когда мы сидим перед жюри и зрителями в зале, мы чувствуем некоторый страх и волнение. Но сразу после того, как произнесем «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» и начинаем читать Коран, страх и волнение абсолютно исчезают. Особенно, когда первым вопросом выпадает любимая сура. В первую очередь, это милость и великая помощь, которую оказал мне Аллах. Когда я сидела перед членами жюри в зале, я читала аят: «О Аллах, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию». Я изучила Коран, когда еще была маленькой девочкой, много участвовала в конкурсах. Сейчас регулярно продолжаю читать и повторять его. Поэтому, если мне задают вопросы, я отвечаю на них без волнения. Всего организаторы конкурса подготовили более 500 вопросов. С первого дня конкурса стал очевиден высокий уровень подготовки девушек. Конкуренция обещала быть серьезной. Среди тех, кто сразу же привлек к себе внимание, были участницы из Норвегии и Мьянмы, а также Куран-хафиза из Кыргызстана Хабиба Насреддинова. Знакомиться с Кораном я начала в возрасте 7 лет, а запомнила наизусть к 13 годам. Я изучила Коран в несколько этапов и в нескольких странах. В Пакистане я начала с нуля, с изучения букв. Там я запомнила 10 джузов. Затем я переехала с родителями в Сирию, где продолжила изучать Коран, но была сосредоточена на арабском языке, поскольку арабский является языком Корана. Мне он был важен, чтобы понять смысл того, что я запоминала. Больше всего сур я выучила в Египте. Потом я вернулась домой в Кыргызстан, где завершила запоминание последнего джуза. Я неоднократно слышала о Дубайской международной премии, но она вручалась только мужчинам. И я всегда надеялась, что когда-нибудь организуют конкурс для женщин, и я окажусь среди участников. Хвала Всевышнему, я очень рада, что мое желание исполнилось. Я здесь, и первое, что чувствую, это счастье. Многие девушки уже имеют бесценный опыт участия в подобных соревнованиях. Есть и те, кто принимал участие в конкурсах не единожды. Россию в Дубае представляла хафиза из Саратова Амина Елена Дмитриенко. Не могу передать то волнение и одновременно радость за нашу сестру, которые я испытывала, находясь в зале и слушая ее выступления. Но больше всех переживала за Амину Милана Богатырева, которая сопровождала подругу из Саратова и на протяжении всего конкурса поддерживала и была с ней рядом. Очень много волнений здесь у нас присутствовало, пока не закончила Амина выступать. После выступления Амина рассказала о том, как уже в сознательном возрасте пришла в ислам и начала изучать Коран. Всего на запоминание полного текста священного Корана у Амины ушло 2,5 года, и еще год она закрепляла свои знания. Я стала учить Коран, потому что я хотела преподавать детям. И на самом деле очень глубокий смысл в этом, в обучении Корана. То есть, когда ты заучиваешь слова Аллаха, ты не просто учишь текст, у тебя меняется твоя жизнь, меняешься ты сама. В первую очередь, меняешься ты сама. А когда человек меняется в лучшую сторону, конечно, он может воспитать праведных детей. У Амины уже есть свои ученики. С нами она поделилась тонкостями запоминания текста Корана. Начинать нужно с легкого, с коротких сур, что вам дается легко. Первое время могут возникать трудности, но это из-за того, что человек привыкает. И этот момент нужно просто выдержать. Нужно уделять Корану время мало, но главное постоянно.
Конкурсантка из Буркина-Фасо удивила меня тем, что смогла запомнить полный текст священной книги всего за год, а самая юная участница, 9-летняя Закия из Мозамбика, изучила Коран за 3 года, а завершила его запоминание в 6 лет. جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Многие специалисты утверждают, что это самый лучший возраст для заучивания. В зрелом возрасте изучить Коран намного сложнее. Но папа Амила из Сербии прямо во время конкурса под руководством дочери Хафизы начал учить первые суры. У меня 3 дети. Она знает Коран, и моя старшая дочка знает Коран. Мой сын не знает Коран. Я не знаю Коран. Пойду в школу при ней. Будете учиться у дочери? Да. Подробнее с условиями и особенностями конкурса нас познакомил заместитель председателя оргкомитета Дубайской международной премии священного Корана, член Международного союза мусульманских ученых, доктор Саид Абдулла Хариб. Доктор Саид Харб, скажите, пожалуйста, почему мужские международные конкурсы чтецов Корана проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах уже 20 лет, а женский в этом году впервые? Проведение специального международного конкурса знатоков Корана среди женщин было в планах с самого начала. Отмечу, что региональный конкурс проходит в Объединенных Арабских Эмиратах уже в течение 17 лет. Таким образом, мы накопили достаточный опыт, чтобы провести конкурс международного уровня. Выбор шейхи Фатимы бинт Мубарак исламской личностью года, признание значительных усилий этой женщины и ее выдающейся роли в служении исламу и священному Корану побудил нас в этом году организовать конкурс для девушек имени Ее Высочества. А есть ли какие-то различия между мужским и женским конкурсом? Ислам не делает различий между мужчинами и женщинами, когда предписывает им поклонение и моральные обязательства, а также все другие вопросы, относящиеся к мирской и религиозной жизни. Поэтому проведение международного конкурса знатоков Корана для женщин преследует те же цели, что и проведение конкурса для мужчин. Доктор Саид Харб, скажите, пожалуйста, какова цель проведения конкурсов чтецов Корана? Посредством конкурсов мы стремимся поощрять молодых людей, чтобы они изучали Коран, понимали его, применяли его наставления в своей жизни, распространяли культуру, основанную на любви, добре и умеренности. Многое из того, что мы наблюдаем сегодня, экстремизм и терроризм, происходит по причине непонимания книги Аллаха. Некоторые люди читают коранические аяты и неправильно интерпретируют их. Поэтому мы хотим, чтобы молодое поколение изучало Коран и толковало его так, как наш пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. Конкуренция запоминания Корана – одно из деяний, которое опирается на знамение Аллаха и исходит из богобоязненности в сердцах. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Пусть же ради этого состязаются состязающиеся». Из каких стран и сколько участников принимают участие в конкурсе? Каждое государство, в том числе страна-организатор Объединенные Арабские Эмираты, может быть представлено только одним участником. Все наши конкурсанты находятся в равных условиях, будь они из Эмиратов, из других арабских стран, или они из государств, где арабский язык не является языком общения, потому что Коран — это книга всех мусульман. В первом международном конкурсе среди мужчин, который состоялся 20 лет назад, приняли участие представители 42 стран. Задумывая конкурс среди женщин, мы полагали, что число стран-участниц не превысит 40. Ведь конкурс должен был пройти в первый раз, и далеко не во всех странах есть женщины-хафизы Корана, которые могли бы принять в нем участие. Но благодаря милости Аллаха к нам приехали представительницы 72 государств. Большое спасибо, я благодарю вас за прекрасное интервью. Пусть Всевышний примет все ваши благие деяния. Мы приветствуем вас, Динара, и ваш новаторский канал. Благодарим за усилия по освещению нашего конкурса. Надеемся на вашу объективность и на то, что журналисты канала будут рассказывать о всех мероприятиях, которые мы планируем организовать. Я желаю вам больших успехов.
Организаторы подготовили для участниц не только конкурсную, но и необычную культурно-развлекательную программу. Оргкомитету премии удалось удивить конкурсанток экскурсией на автобусе-амфибии, который едет и по суше, и по воде. Он провез гостей по городским улицам и по водам Персидского залива. Большинство девушек впервые покатались на таком чуде техники. Я приехала из Филиппин и очень счастлива, что имею возможность увидеть все эти захватывающие достопримечательности. Это просто потрясающе. Я впервые в жизни прокатилась на автобусе в море. Хвала Аллаху! Я очень довольна круизом. Для меня это первая поездка на автобусе-амфибии. Все вокруг так красиво. Надеемся только, что мы не утонем. Продолжилась культурная программа посещением штаб-квартиры Международной премии Священного Корана. Там находится музей «Мир тебе, о пророк», посвященный жизненному пути пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Идея музея заключается в воссоздании всего того, что было использовано пророком Мухаммедом, мир ему и благословение Аллаха, при его жизни. Всего, чем он владел, и того, о чем упоминается в хадисах. Предметов одежды, личных вещей, убранства, посуды, монет, мер веса. Для реализации этой идеи используются новейшие технические средства. Снимаются видеоролики и 3D-инсталляции. Многие люди жаждут знать о предметном мире того времени. Наши музеи наиболее полно представлены свидетельства той эпохи, воссозданные на основе исторических документов. Также девушки посетили центр шейха Мухаммада бин Рашида, в котором собраны рукописи Корана. В галерее Кысвы Каабы они увидели образцы покрывала из черного шелка, вышитого золотыми нитями и традиционно покрывающего стены Каабы в священной Мекке. Раз в год оно подлежит замене. В один из последних дней участницы конкурса отправились в путешествие по Эмиратам и посетили сказочно красивую белую мечеть, которая находится в Абу-Даби. Длительная поездка ничуть не утомила девушек, потому что по дороге они исполняли любимые нашиды. Особенно активны были Захра Хенни из Алжира и Имана Заватни из Марокко. А юная Ханана Халифи из Ирана не уступала старшим подругам и радовала всех своим небесно чистым и по-детски звонким голосом. Красота и величие белой мечети шейха Заеда бен Султана поразили гостей Абу-Даби. Совершив дневную и послеполуденную молитвы, они совсем не хотели покидать эту особенную по атмосфере мечеть. Такое ощущение, что время в ее стенах останавливается, и удивительное чувство покоя охватывает душу. Для членов жюри была подготовлена деловая программа. Им показали проект канала, который соединит район Бизнес-Бэй с Персидским заливом, подняли на знаменитую башню Бурдж-Халифа и провели экскурсию по Дубай-Молу, самому большому в мире торговому центру. До этой поездки мне не доводилось бывать в Объединенных Арабских Эмиратах. Я восхищаюсь этой замечательной страной. Почему-то принято считать, что научно-технический прогресс — это прерогатива западной цивилизации. Но то, что я увидел сегодня, доказывает, что Эмираты используют новейшие технологии, создают комфортную среду для человека, а в чем-то даже опережают в развитии Европу и Америку. На финал конкурса приехали гости из разных городов Арабских Эмиратов. Организаторы позаботились и о зрителях. Ежедневно, утром и вечером, проходил розыгрыш ценных призов. Жители Абу-Даби Фарида Сикакмия состязание девушек-знатоков Корана покорило, и он намерен в следующем году привести на конкурс всю свою семью. Здесь, в свете слова Аллаха, царит такая духовная атмосфера, которую трудно передать словами. Мне все понравилось, но больше всего впечатлили выступления участниц из Алжира, Малайзии и Нигерии. И я думаю, что победительницей станет одна из них. Это замечательно, что хафизы из России тоже принимают участие в конкурсе. Мой брат живет в России. Я передаю ему привет и желаю всем мусульманам вашей страны мира и милости Всевышнего.
Поддержать представительницу Австралии приехали дипломаты этого государства в главе с консулом, христианином по вероисповеданию. Мы очень гордимся Аминой и тем, что она представляет на этом высокодуховном конкурсе нашу страну. Как известно, Австралия является многонациональным, многоконфессиональным государством. Большое количество австралийских граждан – мусульмане, выходцы со всего мира, в том числе с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Поэтому мы представляем на конкурсе всю многогранную культуру нашей страны. Спасибо организаторам за предоставленную возможность поболеть за нашу соотечественницу Амину. В один из последних дней конкурса были определены победительницы в чтении Корана с таджвидом, точном каноническом произношении священного текста. На мой взгляд, одно из самых красивых исполнений было у Фарехи Бензулькифль из Малайзии. В этой стране укоренилась высокая культура чтения священного Корана. Мы не раз наблюдали успех малайзийских хафизов на международных конкурсах. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Мы все, несмотря на конкуренцию, живем тут в атмосфере братства. У меня появилось много подружек из разных стран мира. Мы общаемся на нескольких языках: английском, арабском, и, возможно, в будущем я буду говорить и на русском. Это не первый мой международный конкурс. Все мои соотечественники в Малайзии, я знаю, молятся за меня. Я сделала все, что могу, и буду ждать церемонию закрытия. Независимо от результата, мы все победители. И это соответствует действительности. Согласно данным пресс-службы Дубайской премии, каждая из участниц финала уедет домой с денежными призами, дипломами и ценными подарками в соответствии со своими успехами в конкурсных программах. Участница, занявшая первое место, получит вознаграждение в сумме, эквивалентной 68 тысячам долларов, вторая премия составит 54 тысячи долларов, третья – 41 тысячу долларов. А еще одна специальная премия будет вручена каждой участнице и от шейхи Фатимы бинт Мубарак. В финал конкурса в номинации «Таджвид» прошли 10 претенденток из Мавритании, Бахрейна, Малайзии, Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бангладеш. Лауреатами конкурса стали 3 участницы. Третье место заняла Ханана Халифи из Ирана. Вторую премию завоевала Захра Хенни из Алжира. Победила в конкурсе Имана Заватни из Марокко.
Церемония награждения в номинации «Таджвид» прошла в присутствии Его Высочества принца Мансура бин Мухаммад бин Рашид Аль-Мактума, который лично наградил победительниц. Что интересно, лауреатами стали те самые девушки, которые активнее всех исполняли нашиды, путешествуя по Эмиратам. Памятные призы получили также местные и международные средства массовой информации, которые освещали это событие. В их числе оказались и мы, журналисты канала «Алиф». На закрытии международного форума были объявлены имена 10 победительниц в главной номинации конкурса в категории «Хифз». Конкурсантки получили свои награды из рук Ее Высочества шейхи Фатима бин Мубарак. На церемонии не было ни одного журналиста по вполне понятным причинам. Это мероприятие было организовано только для женщин, и на нем можно было находиться даже без хиджабов. О гаджетах и публикациях в соцсетях пришлось на время забыть. В десятку лучших вошли представительницы Нигерии, Исламской Республики Иран, Бангладеш, Нигера, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии, Афганистана и Катара. Первой премии удостоились 2 конкурсантки. Самая юная участница, 9-летняя Закия Абу-Бакр Ильми Махмуд из Мозамбика и хафиза из Алжира Захра Хенни. Хвала Аллаху, который привел нас к этому. Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. Слава Всевышнему, который удостоил меня и даровал мне эту победу. Я очень счастлива, что достойно представила свою страну. Мы должны быть искренни в своем намерении изучить Коран. Жюри высоко оценило подготовленность участниц и уровень организации конкурса. Дубайская международная премия Корана заслуживает того, чтобы быть главным из всех международных соревнований в коранических дисциплинах. Этот конкурс самобытен и наполнен своим колоритом. С каждым годом его программа становится все более значимой и запоминающейся. Не забудут конкурс и участницы состязаний. По милости Всевышнего, между девочками возникли искренние и теплые, по-настоящему сестринские чувства. Все они сохранят в своем сердце царившую на конкурсе атмосферу духовности и торжества коранической традиции и, вернувшись на родину, будут распространять знания Корана и своим примером увлекать людей к его вершинам. В суре «Пещера», аяте 27 говорится: «Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены его словам, и ты не найдешь помимо него прибежища». Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам!